Всем привет, дорогие друзья! Сегодня пеку куличи. Мягкие, ароматные. Рецепт невероятно простой и получится у всех. Куличи воздушные, нежные и долго не черствеют. А украшать вы их можете как угодно. Любой глазурью, посыпками, орешками. Дайте волю фантазии. Ссылки на рецепты глазури оставлю в описании. Ну а в следующем видео покажу еще один интересный вариант. Сделаю куличи с начинкой из зефира и украшу их тоже зефиром. Напишите в комментариях, какую глазурь вы любите больше всего и пробовали ли вы куличи с начинкой. Для приготовления теста мне понадобится также в мое тесто сегодня я буду добавлять апельсиновые цукаты. Это цукаты из апельсиновых корочек. Кстати, у меня на канале есть рецепт, как сделать цукаты из апельсиновых корочек. Я оставлю ссылку под видео в описании. И также я буду использовать клюкву. Клюкву я залила апельсиновым соком и оставлю вот так вот постоять. Буквально на 1 час. Конечно, вы можете добавлять любые цукаты по своему вкусу, но именно для этих куличей сочетание клюквы и апельсиновых цукатов и вишневого зефира, на мой взгляд, самое идеальное. Сначала активирую дрожжи. В теплое молоко, температура которого примерно 38 градусов, добавляю столовую ложку сахара от общего количества. Сахар я использую тростниковый и белый. Здесь у меня 100 граммов белого сахара и 80 тростникового. Всыпаю дрожжи. Конечно, можно использовать только белый сахар. Хорошо перемешиваю. Оставляю постоять примерно 5-7 минут. В миску просеиваю муку, но не всю. Часть муки оставлю, буду ее добавлять постепенно. Также в отдельную миску я разбиваю 3 яйца. Также добавляю 6 желтков. Всыпаю сахар. Как я уже сказала, я использую тростниковый и белый. Добавляю соль, перемешиваю. Я использую яйца крупного размера. Вес яйца со скорлупой примерно 70-72 грамма. Также сразу сюда можно добавить и экстракт ванили. Добавляю 2 чайные ложки. Перемешиваю. Можно использовать и ванильный сахар. Дрожжи вот так великолепно подошли. Вливаю их в миску с мукой. Добавляю яйца с желтками и с сахаром. Добавляю сметану. Конечно, все ингредиенты для теста должны быть обязательно комнатной температуры. Заранее доставайте из холодильника и яйца, и сметану. Также ароматизировать тесто я буду цедрой лимона. Снимаю только верхнюю желтую часть. И также я буду добавлять цедру апельсина. Конечно, и лимон, и апельсин надо предварительно очень хорошо помыть. Тесто будет очень ароматное. Перемешиваю все сначала лопаткой. Для рецепта я использую яйца с такими яркими оранжевыми желтками. И тесто получится тоже таким красивым, желтеньким. Просеиваю в тесто оставшуюся муку. Перемешиваю. И теперь вливаю растопленное сливочное масло. Дальше тесто я буду замешивать руками. Сначала в миске, а затем буду домешивать на столе. Как видите, тесто получается еще вот таким вязким, поэтому я дополнительно сюда буду добавлять муку. Безусловно, вы тоже смотрите по консистенции теста, понадобится ли вам еще мука. Итак, вот такая консистенция теста меня вполне устраивает. Всего я сюда добавила 80 граммов муки. Друзья, я использую очень крупные яйца, поэтому мне понадобилось достаточно много муки добавить. Поэтому вы внимательно смотрите по консистенции своего теста, сколько муки добавлять. Видите, тесто должно все равно получиться таким достаточно вязким. Вымешивать тесто на столе буду примерно минут 15. Хочу, чтобы в нем хорошо развилась клейковина. Как я уже сказала, муку сюда я больше добавлять не буду, хотя тесто получается таким еще довольно липковатым. Если у вас есть тестомес, вы можете пользоваться тестомесом. Я просто хочу показать, что это тесто можно вымесить спокойно и руками. Видите, оно сейчас уже такое получается очень нежное, почти не пристает к рукам. И сейчас в тесто я буду вмешивать цукаты. Клюкву я слила через сито и выложила на бумажные полотенца. Перекладываю на тарелку, добавляю апельсиновые цукаты и слегка присыпаю мукой. Перемешиваю, тесто немного растягиваю, выкладываю цукаты и вмешиваю их в тесто.
Чистую миску слегка смазываю растительным маслом. Руки также слегка смазываю маслом. Подбираю тесто, перекладываю его в миску, стараясь его вот таким образом немного округлить. Закрываю миску пленкой и оставляю тесто на расстойке в теплом месте примерно на 1,5–2 часа. Это тесто очень сдобное, и поэтому подходит оно дольше. Лучше всего его поставить либо в духовку, рядом можно поставить стакан с горячей водой, или включить лампочку, либо поставьте в какой-то теплый шкафчик. Выпекать куличи я буду вот в таких больших бумажных формах. Диаметр 14,5 см и высота 8. Друзья, только посмотрите, как шикарно подошло тесто. Оно у меня стояло на расстойке 1,5 часа. Оно просто невероятное. Руки я смазываю растительным маслом без запаха. Стол также можно слегка смазать растительным маслом. И достаю мое тесто. Какое оно нежное, волокнистое. И сейчас я делю тесто на 3 части. У меня будет 3 кулича. Каждая часть у меня будет примерно по 650–660 граммов. Тесто я вот таким образом округляю и выкладываю в форму. Старайтесь, чтобы на поверхности вот не было вот таких вот цукатов, чтобы они не рвали тесто. Лучше, чтобы они были внутри. Закрываю пленкой и оставляю в теплом месте на расстойке примерно на 1 час. Тесто должно заполнить всю форму. И, кстати, обратите внимание, что у меня здесь тесто я выложила больше, чем половина формы занимает. Примерно 3/4. Друзья, вы только посмотрите, как шикарно подошло тесто. Вот оно заняло всю форму и даже уже поднимается над формой. Стояли куличи у меня на расстойке 1 час. И сейчас куличи я отправляю выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 45–50 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. И также время выпечки может зависеть от того, в какой форме вы печете куличи. Формы я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Примерно с 35 минуты я буду начинать проверять готовность куличей деревянной шпажкой. Если верх начнет слишком сильно подпекаться, прикрою его фольгой. Друзья, вы только посмотрите на эту красоту. Куличи получились просто потрясающие. Я уже, конечно, в духовке, когда они стояли, проверила готовность. Достаю бамбуковую шпажку абсолютно сухой. Куличи выпекались у меня 50 минут. Аромат стоит просто великолепный. Куличи получились просто шикарные. Посмотрите, как они высоко поднялись. И такие легкие, невесомые. Оставляем их остывать и, конечно, украшайте их по своему вкусу. Можно покрыть их любой глазурью. У меня на канале уже очень много рецептов глазури. Можете выбирать любую. А сегодня мои куличи я буду делать особенными. Я их буду делать с начинкой из зефира и сверху также буду украшать зефиром. И, друзья, самое интересное впереди. Украшение и начинка из зефира в следующем видео.